Я вообще все любые проблемы воспринимаю как вызов и шанс. Потому что проблемы как проблемы, и нытье, и вот это все, ой-ой-ой, это как бы бессмысленная позиция. Она ничего тебе не дает. Она не производит никакого нового блага, никакого добра, никакого мира. Она производит только страдания. А страданий и так слишком много. Люди должны смотреть и решать. Потому что это же их жизнь. Они могут ошибиться, да. Но, по крайней мере, они сделают это сами. Он говорит, я, говорит, хочу пойти добровольцем записаться. Я говорю, зачем вам это? Он такой мялся, потом говорит, ну, у меня жена тоже военнообязанная. А если мобилизацию объявят, лучше уж я пойду, чем она. Просыпаешься утром, понимаешь, что тебе подарен еще один день на свободе, с природой, с солнцем, с мужем, с детьми, и ты счастливый человек. Во многих вопросах мы с Навальным не сходились, мы имели разные точки зрения. Этически тяжело полемизировать с человеком, который сидит в тюрьме? Когда люди начинают призывать, там, скажите, что думаете, и при этом людей могут за это посадить, мне кажется, это нехорошо, это не милосердно. Вы боитесь тюрьмы? Ну, наша вообще большая цель этическая – это консенсус. Ах, вот как. Люди с низким уровнем жизни не поддерживают спецоперацию. Если Родина не права, надо Родине сказать, что она не права. Мы встречаемся в парке Дубки Тимирязевского района. Так. Мое самое любимое место. С этого места началась моя такая настоящая политическая карьера. Вот вы можете повернуть голову направо и увидеть дом, с которым мы боролись, потому что на этом месте стоял, во-первых, садик, в который дети с легочными заболеваниями находились. Там были дубы столетние, несколько столетних дубов, и там была вообще охранная зона. И, тем не менее, несмотря на это, построили этот дом. И вот тут любой бы человек, наверное, подумал бы, да ну и нахрен эту политику. Вот я же не выиграл, да, вот стоит дом. Он меня победил. Ну, вы знаете, это не то, чтобы дом меня победил. Формально это проигрыш, формально это кажется, что это поражение. А вы на самом деле находите много для себя и много ресурсов. И вот что произошло благодаря этому дому, у нас объединилось сообщество, у нас стало такое достаточно сильное, крепкое местное сообщество, которое потом многие другие вещи удалось достичь, которые тут тоже можно все показать. Показывайте. Там есть наша кофейня, которую мы спасли. Ну вот трамвай у нас ходит, которые собирались вообще изничтожить. Он полгода вообще не ходил. Мы сделали большую кампанию, и трамвай пошел. То, что вы перечисляете, это такие довольно локальные бытовые радости. Это и есть политика? Конечно, это и есть политика. Политика начинается с того, что касается людей. Вот люди, как бы они не очень понимали, как, например, там закрытость или открытость московского или там федерального бюджета вообще влияет на них жизнь. А то, что трамвай не ходит, это все понимают. И вот такие истории вовлекают людей в политику гораздо больше, чем любые другие. Кстати, правда, что вы учились ораторскому мастерству специально? Нет. Но я немножко дикцию себе ставлю. Надо все равно делать как-то более понятно людям. Иначе будет каша такая. Но я сама преподаю риторику. И кандидатам разным, депутаты, как выступать, как стоять, как надо сидеть и так далее. В ваш курс входит то, какой цвет должен быть? Нет, я про слова больше, про слова. Но цвет придется выбрать. Да, я уже знаю, я смотрела. Ну, это, естественно, будет розовый. Розовый? Да. Окей. У вас такой есть? У нас есть разные. Но я от вас не ожидала. Розовый. Почему розовый-то? Ну, потому что розовый – это цвет женственности, это женский цвет, который все ассоциируют с чем-то, с какой-то слабостью и с какой-то такой вот. А я хочу доказать, что женщина в политике – это сила, правда, мягкая сила. Кто придумал название движения «Мягкая сила»? Как-то исторически сложилось. Я написала статью, и я должна была придумать к этому какой-то заголовок. И я долго думала и придумала такое словосочетание «мягкая сила». Потому что женщина – это сила, но она другая. Это не грубая сила, не агрессия, не насилие, а вот именно такая человечность,
мягкие методы. И я придумала такое название, а потом как-то само собой все пошло. Мы сделали такой канал на YouTube, который, впрочем, не очень взлетел. Потом мы уже придумали это движение. У любого политического движения должны быть цели и задачи. Чего вы хотите? Самое главное, наша миссия, я бы сказала, даже не цель, а миссия – это человечная политика. Это очень Такое странно. бывает? К такому надо стремиться. И такие примеры мы видим, что есть страны, где более человечная политика, а есть страны, где менее человечная политика. И надо заметить, что есть, мы видим, например, пример Финляндии. Сколько там женщин в правительстве? Вы видели эту картинку? Она меня всегда так вдохновляет. Там такие замечательные молодые девушки. Премьер-министр, министр образования, министр того, министр всего. И это девушки такие прям... Видно, что они умные, что они красивые, что они человечные. И это очень важно. Ну и вторая наша цель – это то, чтобы было больше женщин в политике. Мы им хотим помогать, хотим их развивать. Они не умеют? Вы знаете, лидерству надо учиться. Да, и мужчинам, и женщинам нам надо учиться лидерству, потому что это не такая простая штука. Ее можно, конечно, стихийно в себе воспроизводить, но как бы есть несколько теорий на этот счет, что вот есть у человека прирожденные качества, и все. И других лидеров не бывает. На самом деле нет. Какие 3 качества должны быть обязательно у лидера? Он должен, прежде всего, верить в будущее, верить в свое дело, в свою миссию. Это важно. И этой верой заражать других. Во-вторых, он должен, конечно, видеть других людей, помогать им развиваться, помогать им становиться лучше и тоже становиться лидерами. Это тоже очень важная история. Ну и, наверное, это смелость. Не бояться ни этого будущего, ни этого общения. А каким образом это связано с гендером? На самом деле, когда мы говорим про женский и мужской стиль лидерства, это всего лишь этикетки. И мужчина тоже может обладать женским стилем лидерства. Но давайте как-то дефиниции. В чем разница между мужским и женским стилем лидерства? Потому что я вообще не вижу разницы. Женщины, они больше про вдохновение и больше про внимание к другим. А мужчины, они больше про прямое, значит, такой вот авторитарный стиль и про стратегии большие. У женщины может сочетаться и разные стили лидерства, и у мужчины тоже. Но у женщины как бы из-за ее социализации, вот как бы из-за того, как она воспитывается из самого детства, у нас больше вот склонности к вдохновлению и к вниманию к другим людям. То есть вы сознательно в своей политической карьере делаете ставку именно на гендер? Да. Вы чувствуете отклик? Да, ну я вот посмотрела на свой Инстаграм, когда я начинала, это было 50/50 примерно. Угу. Сейчас у меня прям растет женская аудитория. Но, с другой стороны, мужчины тоже любят женщин, надо нам заметить. Очень многие. А зачем вообще становиться демократическим политиком в России, в стране, где в целом этот тип политика, ну, мягко говоря, не сильно востребован? Иначе зачем вообще становиться политиком, если не демократическим? На мой взгляд, политика и демократия сейчас, в наше время, это синонимы. А все, что не демократично, это не политика. Это стремление к власти, это стремление к ресурсам, это личная карьера, это не политика. Как провести вечер в Гаване в стиле Хемингуэя? Выпить парочку дайкири в баре Флоридита. Насладиться освежающим мохито в Бодегите дель Медио. Ну и, наконец, отправиться ночевать в отель Амбос Мундас. С конца 1920-х почти 10 лет писатель постоянно останавливался в пятиэтажном Амбос Мундас. Название переводится как «Оба мира» на углу улиц Обиспо и Меркандерес. Одна ночь в отеле обходилась Хемингуэю всего в пару долларов. Даже по тем временам это очень небольшие деньги. Угловой номер 511 на 5-м этаже до сих пор числится за самым известным постояльцем. Его нельзя снять, но можно посетить как музей. Комната небольшая и очень скромная. Кровать, письменный стол и печатная машинка, на которой Хемингуэй писал статьи для журнала Esquire и роман «По ком звонит колокол». Зато вид из окна роскошный. На порт, в котором писатель так любил рыбачить, и на старый город. Кстати, биографы говорят, что иногда, когда к нему приезжала жена, Хемингуэй все-таки изменял.
любимому отелю и снимал номер в гостинице пороскошней. Тогда она называлась «Севилья Билтмар», а сейчас просто «Севилья». И в Амбас Мундес, и в Севилье, и сегодня можно забронировать номера через сервис One2Trip. В их приложении огромная база отелей и в России, и за рубежом. Всего больше 2 миллионов вариантов в 200 странах мира. Чтобы не запутаться в таком разнообразии, можно настроить удобные фильтры, а приглянувшиеся варианты потом проверять с помощью реальных отзывов с фото. Важный момент. Все бронирования по-прежнему можно оплачивать карточками российских банков. Из выгодного: если бронировать проживание в течение 5 дней после покупки авиа- или железнодорожных билетов здесь же, то скидка в приложении One2Trip будет до 37%. В общем, все, что нужно для путешествия в одном месте. Я уже рассказывала о специальной travel-карте One2Trip с большим кэшбэком. Напомню, что кэшбэк до 15%. По ней вы будете получать за каждое свое бронирование. Выпускайте travel-карту One2Trip за 1 минуту прямо в приложении, оплачивайте ею свои поездки и экономьте по максимуму. Переходим по ссылке в описании и скачиваем приложение One2Trip для не только красивых, но и выгодных путешествий. Так, куда едем? Мы едем в ФСИН, это то Федеральная служба исполнения наказаний. Сегодня вторник, 3, поэтому мне надо туда обязательно съездить, чтобы отметиться. Мне надо 2 раза в месяц у них появляться и подписывать бумажки. Бумажки о том, что вы никуда не делись, не уехали? Да, что я тут, что я все помню, знаю обо своем условном сроке, что я не должна переезжать, не должна нарушать и ничего не должна плохого делать. А когда вы сидели, как это все решалось? Никак. Я им принесла бумажку из спецприемника, и они сказали: ну ок, хорошо, у вас уважительная причина. Ну как, но это же... Ну то есть, в принципе, мне нельзя административки иметь. Поэтому я очень переживала и думала, что меня посадят. Но нет, тут у них... В государстве ведомства работают сами по себе, а сотрудники, в общем, не очень мотивированы рвать когти. Навальный часто говорит о том, что когда он оказывается внутри системы, то там какие-то рядовые сотрудники, ФСИНовцы ли, прокуроры ли, там, помощники, какие-то секретари, они ему на бытовом уровне сочувствуют. Конечно. Да, как они работают в системе, не разделяя взгляды этой системы? Ну, знаете, они не понимают, что это не исключение, как бы я, да, или Навальный, а это правило. Они этого не понимают. Когда они начинают это понимать, они начинают увольняться. Я вот когда сидела один раз в спецприемнике в Можайске, я там познакомилась со своим охранником, который ходил, вот, меня охранял, когда я гуляла. Он по таким вот прям вышкам ходил, как в кино. Вот, наверху, надо мной. И он, такой молоденький мальчик, по-моему, был 21 год, он сказал: Юлия Евгеньевна, как здорово, что меня поставили вас охранять. Я хотел давно с вами поговорить. И он сказал, что он вообще как бы смотрит фильмы Навального, вообще интересуется политикой, и ему очень неприятно и работать в такой системе, особенно когда туда привозят политических заключенных. Но я у них была единственная, первая и последняя, мне кажется, политический заключенный. Вот. И, соответственно, он спросил меня, что делать, увольняться из полиции. Я говорю: найдите все такую нишу, в которой вы не будете сделать что-то против совести. Потому что, говорю, в прекрасной России будущего тоже нужна будет полиция. Кто-то же должен будет этим заниматься. Вот будете вы заниматься. И он, в общем, со мной согласился. И это был его последний месяц в этом спецприемнике, и потом он уволился и пошел куда-то в другое место работать. Не знаю, что с ним стало. То есть вы не поддерживаете с ним связь? Ну, у него такая жизнь, вы знаете, он сказал, вот у нас Можайск, у нас было несколько предприятий, на которых мы могли работать. А сейчас у нас есть только KFC и спецприемник. И больше у нас ничего нету, куда может пойти молодой человек работать. То есть, соответственно, после февраля 24-го, 22-го теперь и KFC не осталось, да. То есть у них остался только спецприемник. Ну, там же ИВС, то есть изолятор временного содержания. То есть там такое более серьезное учреждение. Но там достаточно было
неплохо, но вот люди там конкретно все понимали. И у них нет работы у многих. И вот, например, там одного охранника жену уволили, она была в лаборатории государственной, которая занималась анализами на ВИЧ. И эту лабораторию закрыли. Да? Вот человек потерял работу, и вот это самое важное, да, понимать людей, понимать, как они живут. И вот это очень сложно, на самом деле, иногда понять, потому что ты вот живешь в своем таком мирке и не видишь, что происходит. Люди, скажем так, либеральных взглядов, и особенно люди, которые в оппозиции, они часто говорят, что вот в этих силовых структурах нет ни одного человека, с которым вообще следовало бы говорить, и они сами выбрали этот путь, и вот так им и надо. Вы как-то по-другому сейчас звучите. Я считаю, что со всеми надо разговаривать, с любым человеком можно договориться. Я вот когда, ну, если чисто силовые брать структуры, вот мы ездили, 7 часов стояли вот сейчас спецприемники на вход, вот это к вопросу о уровне организации. 7 часов у нас не было, нас не пускали, была очередь из задержанных, которых... Это когда вас задержали 4 марта? Да, 4 марта. И мы 7 часов провели в автобусе вместе с моим водителем и практикантом, который там был молодой парень, которого все принимали тоже за задержанного, потому что выглядел он абсолютно как задержанный, в такой худи, все в кроссовочках. И начали мы с того, что вы, они, вот вы, предатели, победа. Ну, как-то мы с ним разговорились и спокойно разговаривали вот эти 7 часов. И пришли, в конце концов, к каким-то общим выводам, что всем нам важна наша семья, важны наши дети, важно здоровье родителей. И что на самом деле он хочет ловить преступников, а не хочет совсем меня возить в спецприемник и бороться с такими, как я. А он рассказал с гордостью, как он обезвредил настоящего бандита, который напал на старушку и который отнимал у нее серьги, как он ранен был в этот момент, и как он, вот это его работа, он гордится своей работой. И это, правда, очень крутая работа, то, что он сделал, и спас человека фактически. Вот, и посадил преступника в тюрьму. И он говорит, я, говорит, хочу пойти добровольцем записаться. Я говорю, зачем вам это? Почему вы хотите пойти добровольцем? Он такой мялся, потом говорит, у меня жена тоже военнообязанная. А если мобилизацию объявят, лучше уж я пойду, чем она. За всем этим показным вот этим милитаризмом стоят очень простые человеческие чувства и желания. И просто не на всякого человека у тебя есть 7 часов поговорить, к сожалению. Мы с ним расстались очень даже в хороших отношениях. Он мне пожелал удачи. Я ему тоже. Он, правда, верил, что мне за все это платят. Я ему пыталась убедить, что нет. Слушайте, еще несколько лет назад вы придерживались гораздо более радикальных взглядов. Да, наверное, вернее, риторика у меня была более радикальная. Вы были одним из тех, кто очень жестко критиковал Нюту Фидермейстер. Вы были одним из тех, кто вообще критиковал тех, у кого есть любые соприкосновения там, с властью. Что изменилось? С Нютой я ее критиковала только исключительно за то, что она решила идти на выборы. Я ее очень уважаю, что она отказалась от этой идеи, в конце концов. Мы с Нютой старые подруги. Мы вместе работали в 90-е. У Каспарова вы вместе работали? Да. Изменилось то, что я пошла муниципальным депутатом, и я столкнулась с реальными людьми, с их реальными проблемами, с реальными взглядами, с их разговорами, которые мы ведем. И для меня это, конечно, был прям большой переворот сознания. И чем дальше, тем больше я начинаю это понимать, что очень важно с людьми разговаривать и находить общий язык. Я поняла, что нельзя быть резким в суждениях, потому что резкие суждения, они будут интересны только очень узкой группе людей, а остальным это будет неприятно. Понятно, что всем не будешь нравиться, это понятно, это не пряник, это так невозможно. Я уверена, что есть куча людей, которых я раздражаю просто, чем-нибудь, хоть, не знаю, чем угодно. Все-таки от политика должна исходить внимание к людям, интерес к людям. Любые политические идеологии, любые политические инструменты – это просто инструменты ради чего-то. А ради чего? Ради того, чтобы люди жили хорошо. А что значит, что люди жили хорошо? Это у людей надо спрашивать, что для них хорошая жизнь.
Это очень важно. Поэтому вот мы сейчас хотим разговаривать с людьми о будущем, о том, каким они его видят и каким они хотят, чтобы это будущее было. Пока это все на начальной стадии, пока мы даже не знаем, как это точно будет происходить, но мы работаем очень активно над этим. Потому что есть такая отличная история. Не знаю, вы знаете такого Адама Кохейна? Да. Вот. Это прям для меня очень большое открытие. Я раньше знала, но я как-то не воспринимала это как некоторую методологию к действию. А сейчас вот чилийская конституция, там 80 тысяч человек поучаствовало в обсуждении чилийской конституции, принимает его такое учредительное собрание, которое из обычных людей состоит, не из каких-то там умников и экспертов, а обычные люди из разных социальных групп, которые... Вот они и есть эксперты по своей жизни. Они пытаются договориться и составить конституцию такую, которая была бы интересна людям. Послушайте, не кажется ли вам, что все-таки люди должны, каждый человек, заниматься своим делом? Если ты врач, значит, лечи. Если ты учитель, учи. Если ты водитель, води. Но это не относится к политике. Есть специальные законодатели, которые разбираются в законах, которые понимают... Но они эксперты, они могут помочь. Смысл понимают люди. А там, как написать это в бумажке правильно, да, это, конечно, эксперты помогают. Давайте я вам хочу, чтобы в России пример. изменился климат. Давайте внесем это в Конституцию. Давайте. Нет, давайте обсуждать. Я привожу вам аргументы, что почему это губительно, если мы пытаться будем климат менять. У меня, кстати, папа занимался борьбой с переброской рек с севера. Знаете, поворот рек. Его из института выгнали за эту борьбу. Поэтому, конечно, люди... например, детей воспитывать. Мы же не собираемся как идею, как большевики, забирать детей. Вначале была такая идея у них, да, забирать детей в воспитательные дома, и там профессионалы будут их воспитывать. Мы как-то все умеем, мы как-то все специалисты в воспитании своих детей. Или там, не знаю, готовить еду. Мы, конечно, не как повара Мишлен готовим, но мы готовим еду и едим, и вкусно получается. Занимаемся спортом, да, мы, конечно, все не чемпионы мира, но мы занимаемся спортом, и у нас хорошо получается. То же самое с политикой. Каждый человек может заниматься политикой, у него может хорошо получаться, потому что это общее дело. Как только мы отдаем это на откуп кому-нибудь, этот кто-нибудь тут же начинает все это приватизировать в свои руки. Политическая система так устроена, что не надо подвергать людей соблазнам, потому что люди – это сочетание пороков и добродетелей. Нет ангелов, нет дьяволов. Есть люди, у которых есть и то, и другие наклонности, и в разных ситуациях они поведут себя по-разному. И если им просто подсовывают взятку и говорят: возьми, укради, пожалуйста, как же не украсть-то, нельзя не украсть, то человек, очень многие не соблазнятся, потому что их поставили в такие условия. В детстве в моем родном Ростове-на-Дону я ходила в музыкальную школу имени Петра Ильича Чайковского. И добираться в нее мне нравилось почти так же сильно, как и заниматься в ней. Ехать надо было трамваем номер 10 по улице Горького. И один трамвай был совсем не такой, как все остальные. В нем была удивительная вагоновожатая. Она украсила свой трамвай флажками и какими-то рисунками. Она рассказывала о погоде, желала всем хорошего дня и даже рассказывала кое-какие интересные факты о людях, в чью честь были названы остановки. Иногда я даже пропускала все остальные 10-е трамваи, чтобы поехать именно этим. Кажется, я такая была не одна, и так же поступали и другие жители нашего города. В общем, однажды по пути на сольфеджио я твердо решила связать свою жизнь с вождением трамвая. Но не получилось. Теперь у меня совершенно другая жизнь, но любовь к интересным людям и удивительным историям осталась. И, возможно, не последнюю роль в этом сыграла удивительная вагоновожатая трамвая номер 10 в Ростове-на-Дону. В детстве легко мечтать о любом будущем, таком, где ты изобрел таблетку от всех болезней, стал великой пианисткой или управляешь самым лучшим на свете трамваем. А планировать что-то довольно трудно, особенно когда взрослые наседают со всех сторон со своим этим вечным вопросом: кем ты хочешь стать, когда вырастешь? В онлайн-школе для детей и подростков Sky Smart помогают и тем, кто с самого раннего детства нашел свое призвание, и тем, кто еще не определился со своим любимым занятием. Школу Sky Smart
придумали те же люди, что создали компанию по изучению английского Skyeng. Здесь можно учить не только иностранный язык, но и русский, физику, химию, биологию, обществознание, математику, а еще шахматы и программирование. Возраст учеников SkySmart от 4 до 18 лет. Программа подбирается индивидуально в зависимости от того, что ребенку интересно и как ему легче усваивать материал. Ну и от конечной цели ребенка и его родителей, конечно. Подтянуть конкретный школьный предмет или подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ. В SkySmart верят, что добиться успехов в учебе можно только если учиться будет интересно, и делают все, чтобы детям было интересно по-настоящему. Многие уроки, особенно для дошкольников и учеников младших классов, тут построены в игровой форме. Есть даже целая галерея вымышленных персонажей, которые встречаются из урока в урок. Вместо решения задач про абстрактных землекопов дети помогают своим знакомым героям выпутаться из сложных ситуаций, проходят с ними квесты и играючи запоминают сложную информацию. Заниматься в SkySmart можно с любого устройства, хоть с компьютера, хоть с телефона. Расписание занятий вы составляете сами. А если хочется передохнуть от уроков, всегда можно взять паузу. Для родителей в SkySmart есть личный кабинет, где можно следить за успехами ребенка и учебной программой. А также самостоятельно или вместе с методистом подобрать репетитора, подходящего именно вашему ребенку, или заменить его, если во время учебы что-то не понравилось. Переходим по ссылке в описании и записываемся на пробный урок в онлайн-школе SkySmart и помогаем своим детям учиться с удовольствием и стать теми, кем они мечтают. А промокод «Скажи» подарит вам до +3 бесплатных уроков. И он действует в обеих школах. И SkySmart, и Skyeng. Мы все одинаковые, мы совершенно не разные. У нас у всех, по большому счету, одинаковые желания, и от одинаковых вещей мы испытываем счастье. Соприкосновение вот этой вот местной политикой вот с обычными людьми, ну, я не люблю слово «обычные люди», но просто с людьми, да, это дает для политика совершенно другой взгляд на жизнь. И мне этого ужасно сейчас не хватает, потому что, ну, нет у меня места, где я могу вот так много общаться, как я общалась раньше. Весной, перед тем, как меня как раз задержали, я сходила на муниципальное собрание, там сидели наши все пожилые дамы, и я так была счастлива, боже, сколько энергии я получила. Наверное, это вот в этот момент у меня какое-то было выгорание легкое, и в этот момент мне прям как рукой сняло. Я прям помню этот момент. Я с ним поговорила, что-то про их заботы, про как у них там дворники не убираются, как у них там шприцы валяются, про то, как у нее кур украли на даче племенных. Это было настолько такое счастье, я не могу описать. Политик, который находится за границей, он теряет связь с реальностью? Когда ты находишься в другом контексте, в другой коммуникации, тут даже не то, что отсутствие коммуникации здесь, а вот наличие другой коммуникации, она как бы начинает менять твое сознание. Это очень естественный процесс. Другое дело, что не все, конечно, я уверена, что многие очень сохраняют какое-то понимание, да, и это важно. Но, конечно, это тяжело. Я не знаю. Я бы, наверное, не смогла. Пришла на суд к Алексею Горину, у которого сейчас заседание продолжается. Ну, пока не знаю новостей, сейчас узнаю. Что тут происходит-то? Сначала все пришли, нас выставили якобы заминированно, приехала собака, потом пустили. Привет. Вот. Ну и вот теперь какие-то люди прошли в каком-то количестве, а дальше судья сказал, что остальных больше не пущать, потому что места нету, да. якобы. Почему важно приезжать на все эти бесконечные суды? Ну, потому что это показывает поддержку людям. И людям это важно, и государству это тоже важно увидеть. Ну, я вот, когда свой суд у меня был, только благодаря людям я, в общем-то, осталась на свободе, я считаю. В какой момент ощущение того, что прийти могут приблизительно за любым, появилось, в общем, у всех людей, которые занимаются политикой в России?
Ну, в 19-м, наверное, году. Московское дело. Да, да. Ну, на самом деле, как бы раньше было ощущение, что ну надо что-то сделать, чтобы тебя взяли, ну хоть что-то. А сейчас уже с этого момента стало появляться ощущение, что ну вот кого угодно могут. Из сегодняшней точки, глядя на возвращение Алексея Навального в Россию, вы считаете, что он все правильно сделал? Ну, сложно судить за другого человека, да, и сложно судить, как бы, насколько ему там хорошо или плохо, насколько он страдает, да, насколько выносимы эти страдания, я не могу сказать. Но, конечно, политически он сделал все правильно, если с точки зрения политики брать, не с точки зрения личных переживаний. Потому что, возвращаясь в Россию, ты говоришь, я российский политик, все, точка. Оставаясь за границей, ты говоришь, я там, не знаю, хороший русский, я там не знаю кто, но я не российский политик. Мне кажется, очень сложно оставаться политиком, находясь вне Родины. Есть белорусский опыт Тихановской и Колесниковой, да, одна в тюрьме, другая за границей. И эта развилка, она существует. Или ты остаешься в своей стране в тюрьме, но ты остаешься, как вы говорите, политиком, да, или ты едешь за границу, ты там можешь жить, любить детей, как-то даже, возможно, профессионально состояться, ну, по крайней мере, ходить, дышать воздухом. Вот вы про себя эту развилку проговариваете, продумываете? Сейчас я отвечу на этот вопрос. Сначала я отвечу про Колесникову и Тихановскую, потому что это очень важно. Тихановская осталась политиком, потому что Колесникова сидит в тюрьме, потому что они в связке, потому что вот женщины умеют вот так вот идти вместе и становиться, не тянуть одеяло на себя, а вот быть вместе. Они вместе это сделали. Это прям распределенное лидерство, за которое я все время топлю, и которое, ну вот оно дает еще и эффективность. То есть вы думаете, что это прям такое решение было между ними? Конечно, конечно. В любом случае, даже если это не было проговоренное решение, это было какое-то на уровне интуиции решение, потому что если бы они обе уехали, то у белорусского протеста не было никакого бы авторитета, да, внутри. Если бы они обе остались, то у них не было бы голоса. Никто бы не смог говорить о том, что происходит. А они как раз вот так вот поделили свои роли, и это очень здорово. И это, к сожалению, у нас такого нет. Теперь про вас. Вы знаете, у меня был один момент, когда мне прям предложили решить, уезжать или оставаться. Кто предложил? Так скажем, власти. Не то, чтобы они мне позвонили, сказали, вот вам предложение, но так они себя повели, что из этого можно было сделать только один вывод, и мой вот адвокат Михаил Бирюков мне четко сказал, это вот сигнал. Он специалист в этих вопросах. Для того, чтобы люди понимали, как выглядит сигнал, можете хотя бы рассказать? Да, сейчас расскажу, да. Я сижу на даче, никого не трогаю, примуса подчиняю, да. И тут мне звонят журналисты в 9 утра. Чего, у тебя обыск? Я говорю, какой обыск? Ты что вообще? Вы чего? Какой обыск? Оказывается, в 9 утра Следственный комитет публикует новость, что у меня идет обыск. Значит, и что против меня возбуждено уголовное дело. Ну, я вызываю своего адвоката на дачу. Мы там прибираемся, чтобы хоть прилично было. Вот. Ждем. Обыск приезжает к нам часов через 10. Вот. И, соответственно, за эти 10 часов я могла быть уже у канадской границы, в общем, по-хорошему. Но я тогда, мне начали названивать все мои друзья из-за границы. Юля, давай, мы сейчас тебе придумаем, вот прям быстро, билет на самолет, автомобиль по Финляндию, не знаю, шалаш в разливе, все что угодно. Я говорю, слушай, нет, я тогда уже четко начала отвечать, нет, я никуда не поеду. Но это было до дела Навального еще. Навального только вот после этого, через месяц где-то отравили. То есть это был такой период вот прям наезда на оппозицию. И, в общем, они приехали, обыскали, все там дальше уже завертелось, закрутилось. И в тот момент вы приняли решение, что вы никогда ни при каких обстоятельствах не уедете? Да, но я не могу сказать, что ни при каких обстоятельствах я вообще никогда не уеду. Мы же не знаем, какие могут быть обстоятельства. Какие-то могут быть совсем непреодолимые обстоятельства. Но я, конечно, при любой угрозе мне я не уеду, я бы так сказала. А семье? Это слишком такие вопросы для меня сложные. Да, я буду решать по месту. Я надеюсь, что их не будет, этих угроз. В чем, по-вашему, главная проблема путинской системы политической? Для кого? Для нас или для него? Для страны. Для страны главная проблема – это, наверное, то, что люди стали совершенно безответственными по отношению к стране. 93-й год. Это началось еще тогда, когда люди сказали, это не наша история. Это не наша история, мы будем жить своей частной жизнью. И, соответственно, ответственность за страну никто не берет.
И Путин тоже никакой ответственности за страну не несет, по большому счету. Он как бы играет свои какие-то игры, свои какие-то интересы, но у него нет ощущения вот этой ответственности за то, как развивается наша Родина. И это страшно, потому что на самом деле никто не может брать эту ответственность на себя. Очень многие оппозиционные политики говорят о том, что основная проблема по-настоящему в Путине. Уйдет Путин или там что-то случится, его не будет. И вот тогда, да, мы и заживем. Как вы считаете, отсутствие Путина решает проблему? Ну, я бы так сказала, да, у нас персоналистский режим, да, и Путин, конечно, играет существенную роль в том, что происходит. Но само по себе уход Путина, это ничего не значит, что завтра начнется демократия, что-то прям прекрасное и хорошее, да, это шанс какой-то, когда начнутся какие-то изменения, какая-то турбулентность, и дальше, возможно, какие-то... Как выглядит турбулентность в России? Да, это мы понимаем, что здесь, возможно, какие-то силовики, которые имеют какие-то свои виды интересов. Силовики, буровики, тут как кто хочешь. Да. Путин сам создал такую систему, при которых ни одного харизматичного лидера при нем не осталось. Да, он специально выжигал просто вообще специалистов, людей хоть сколько-то способных на что-то. Вот это просто такая сложилась ситуация. Вот. И просто сейчас такое время еще пока, но люди будут объединяться вот именно на локальном уровне друг с другом, потому что это единственная понятная вот такая близкая социальная связь, когда с твоим соседом это понятно, кто этот человек. Так, а если не Путин, то кто? Если не Путин, то сотни, тысячи людей, которые будут участвовать в управлении страной. То есть потеря Путина для России не будет катастрофой, по-вашему? Нет, конечно, катастрофы точно не будет. Это будет неким шансом для России. Но я бы не зацикливалась просто на Путине как таковом. Конечно, Путин – это производная от каких-то сил, которым выгодна эта жизнь. Но есть силовики, которым выгодно статус-кво. Да? Есть какие-то вороватые бизнесмены, которым выгодно статус-кво. Но и для них это уже становится чересчур. Даже для них это становится чересчур. Потому что непонятно, зачем вот это все, зачем вот эти вот провалы, потери, ради чего. Да, никто не понимает, ради чего все это. Связываете ли вы апатию россиян к политике с абсолютным разочарованием в 90-х и с обманом, с которым они столкнулись в 90-х? Я во многом это связываю, потому что я сама это пережила. Я очень хорошо помню, мне было 20 лет, в 93-м году. Как раз была на отдыхе с мамой. Сбежала из института, что-то поехала на недельку отдохнуть, а в этот момент как раз случился вот этот расстрел Белого дома. А это была такая интеллигентская тусовка, значит, не Москва, вся интеллигенция техническая из разных регионов России. Все такие, да, и правильно, этих коммуняк, так и надо. А я единственное сказала, чума на оба ваших дома, так нельзя, так Чего нельзя делать политику. Нельзя против своего парламента стрелять из танков. Это просто невозможно, так нельзя делать политику. Какая демократия? Да, вам не нравится эти люди, но демократия это и есть разные люди, которые научаются договариваться каким-то образом. Договаривайтесь, ищите пути. Что вам взрослые отвечали? Вы что, они опять сейчас придут, начнется этот коммунизм опять, опять дефицит. Будет все как раньше, мы не хотим как раньше. Я говорила, нет, оно не будет как раньше, это же сохраняются эти силы, сохраняются те силы. Надо просто как-то искать другие способы взаимодействия. Но я тогда разочаровалась в политике. Я до этого очень активно была политически активная. Я с 87 года ходила на митинги, еще с Новодворска я ходила на митинги. А это все меня как отрезало. В каком году вы вернулись? Знаете, в 2002 году я пошла работать. У меня был маленький сын, ему был год, и я решила, все, я больше не могу сидеть дома, это невозможно. Просто у меня скипят мозги. И я решила пойти работать. Я позвонила своей подружке, она говорит, вот тут как раз ищут человека, а что делать? Он говорит, что-то в интернете. Но я уже умела в тот момент в интернете, прихожу, оказалось, что это такое издание, называется «Грани.ру».
Это очень оппозиционное на тот момент издание было. И пришла я туда 19 октября 2002 года. А через несколько дней, помните, что было? Случился Нордост. И я прям так погрузилась в эту тему. Я сидела, писала новости, выясняла фамилии. Мы составили альтернативный список жертв, потому что, кажется, их было больше, чем официально. Я поняла, что это мое, что мне это очень нравится. И я стала заниматься оппозиционной журналистикой и долгое время занималась журналистикой и активизмом. Ну, выходила на марши несогласных, а потом я наблюдала это все очень близкого расстояния. Там работала у Каспарова, работала рядом с «Солидарностью» и смотрела, как они все делают неправильно. Вот все неправильно. И я понимала, ну так нельзя. И в конце концов, когда уже случился 13-й год, я уже начала размышлять о том, что надо пойти в политику. И тут случайно мне предложили, говорят, вот мы кандидатов набираем в Мосгордуму, пойдем. Я говорю, ну пошли. Ну и как-то так оказалось, что все потихонечку слились. Все слились, кроме меня, а я осталась. Поэтому я просто пошла вперед и поняла, что мне это очень нравится. В какой момент в вашей жизни случается партия «Яблоко»? Ну вот, в 2014 году я шла от партии «Яблоко» в Мосгордуму. Почему? Потому что партии не надо собирать подписи. Поэтому я шла в партию «Яблоко». Довольно-таки так прагматично, но я считаю, что политики много прагматики, и партии «Яблоко» было выгодно мое сотрудничество со мной, потому что я заняла 2-е место. И теоретически чуть-чуть бы, если у меня было побольше денег, я бы с 1-й заняла. Как деньги коррелируют с местом, которое вы занимаете? Напрямую, но без денег сложно победить. Это, к сожалению, вот эта порочность всей этой системы выборов. Просто, тебе надо напечатать листовки, да, тебе нужны деньги, их надо разнести, тебе нужны деньги. Тебе нужно, не знаю, реклама в интернете, тебе нужны деньги, тебе нужно, поставить много-много пикетов. Ты, конечно, можешь сделать это все чисто волонтерски, как мы и делали, но это, во-первых, сама логистика требует времени и сил, да, а во-вторых, все равно, волонтеры, они не могут целый день стоять, люди же работают, у них тоже свои дела, у них там дача и дети и так далее. Но они сколько-то времени могут выделить на это, но совсем прям погрузиться, совсем без денег не могут. Вы встречались когда-нибудь с Явлинским? Лично я встречалась, по-моему, 1 или 2 раза. Я тоже шла от «Яблока», и тогда я встречалась с Явлинским. Он меня экзаменовал. Как это выглядело? Это было очень смешно, если честно. Потому что он мне сразу пришел и сказал, ваш Чубайс? Я говорю, почему он мой-то? Что он вдруг мой Чубайс? И вообще, какое я имею отношение к Чубайсу? Но, тем не менее, у нас весь разговор прошел про Чубайса, и я как-то подумала, ладно, у человека пунктик на Чубайсе, и отлично. Но вообще Явлинский достаточно умный и интересный человек, но у него, к сожалению, нет этого же чувства, которого нет у Путина, и которого нет очень многим. В какой-то момент надо дать дорогу другим поколениям. Но вы никогда так и не стали членом партии «Яблоко»? Нет, я не планировала. Я вообще считаю, что партия – это дело такое уже отжившее себя. Во-первых, они совершенно непопулярны в обществе. Рейтинг доверия партии там где-то на уровне рейтинга доверия полиции, даже ниже. Во-вторых, мир меняется. Я считаю, что эти жесткие идеологические конструкты, неповоротливые, эти бюрократические монстры, которым представляет себя партия, это вообще уже все было при других скоростях коммуникации, когда у тебя надо выстроить жесткие связи для того, чтобы что-нибудь организовать, потому что, очень медленная коммуникация. Сейчас, когда у нас проекты так организовываются с разными людьми, зачем нужны партии? Я не очень понимаю. Чтобы они тебе говорили, ты это говори, а это не говори, с этим сотрудничай, а с этим не сотрудничай. Чтобы они что? Я не понимаю вообще никакой пользы от партии, кроме этих формальных, которые нам дают регистрацию в нынешней системе, когда нельзя выдвинуться самому. Почему вы не стали сотрудничать со штабом Навального и с большим движением, которое вокруг себя собрал Алексей Навальный? Нет, мы много сотрудничали. Но вы не вошли, вы не стали ни членом его штаба, ни членом фонда по борьбе с коррупцией, сотрудником? Как-то это мне не близко. Чем? Вы знаете, я, во-первых, за очень горизонтальные структуры и распределенное лидерство. У Навального все-таки была ставка на одного человека, мне это не так близко с точки зрения именно моих ценностей. Это первое. Второе, я
все-таки больше политик женщина, и для меня важно вот это развитие именно женской политики. И это невозможно сделать в таких иерархичных структурах. Это будет всегда, женщина будет немножко снизу. Во многих вопросах мы с Навальным не сходились, мы имели разные точки зрения. Например, те же поправки. Я выступила жестко за голосование против. Навальный же написал, вообще не надо обращать внимание, бойкот и так далее. На мой взгляд, это непоследовательная позиция, потому что нельзя людям говорить, вот здесь голосуем, а здесь не голосуем, а здесь рыбу заворачиваем. Нет, так нельзя. Надо все время говорить, что да, выборы – это на данный момент, и референдумы, да, какие бы они ни были, это самый демократический инструмент, который у нас есть. У нас нет других инструментов. Даже такие выборы, даже такое голосование. Потому что на самом деле власти, они к чему стремятся? Они стремятся, чтобы люди не участвовали в политике и не приходили на эти выборы. Сидите дома, ради бога. Да? Но если уж придете, то приходит только лояльный электорат, который лоялен, скорее всего, из-за просто каких-то материальных своих предпочтений, которым велели приходить бюджетники и так далее, и силовики. И поэтому важно все время говорить одну и ту же мысль. Нельзя вот так вот ходить вот то туда, то сюда. Никакого бойкота не бывает, это не работает, не рабочая история. Этически тяжело полемизировать с человеком, который сидит в тюрьме? Я с ним сейчас не полемизирую, это какая-то старая была история. Сейчас я его всячески поддерживаю, потому что это страшное испытание, которое он сейчас проходит, и проходит достаточно мужественно. В любом случае, смотрите, вот вам было бы интересно с Навальным схлестнуться, скажем так, на выборах? Я, наверное, хотела бы на парламентских выборах, не на президентских, потому что я не верю в эту президентскую историю. Я не считаю, что в президентских выборах можно выбрать кого-то, кто устроит всех. Хотя бы там на каких-то муниципальных, парламентских, небольших. Вам было бы интересно полемизировать? Конечно. А вы думаете, это были бы дебаты, или вы бы все-таки пели в одну дуду? Вы знаете, я считаю, что вообще, в принципе, самое главное в политике – это находить какие-то точки соприкосновения и компромисса. И поэтому, как бы мы там ни спорили о чем-то, мы всегда все равно должны приходить к чему-то, что устраивает многих. В реальной политике самое интересное всегда это дебаты. Дебаты, они должны чем заканчиваться по-хорошему? Они должны заканчиваться каким-то консенсусом. Наша вообще большая цель этическая – это консенсус. Ах, вот как. Не победа силы какой-то одной. Поиск вот этого общего, что нас всех связывает. Потому что мы люди, и мы живем в одной стране, у всех есть что-то, что нас связывает. Кажется, что режим Путина все эти годы ищет какую-то скрепу, которая бы связала 140-миллионную огромную Россию. Предложите что-нибудь получше, чем те скрепы, которые предлагают Путин и его окружение. Скрепы очень простые. Во-первых, если брать всю страну, да, то это то, что мы разные, мы все очень разные, но мы можем находить какие-то пути, как жить вместе. Мы все хотим, чтобы наша жизнь была интересной, чтобы наша жизнь была в достатке, чтобы наша жизнь была здоровой, чтобы у нас была возможность учиться, развиваться, учить детей своих так, чтобы им голову не морочили всякой там пропагандой, чтобы было качественное образование, качественная медицина. Это очень хорошие скрепы. Развивать жизнь наших городов. И потом, смотрите, Россия огромная страна, а ресурсы все сосредоточены в Москве. Очень важно развивать маленькие места в России. Маленькие места, которые, может быть, в них живут люди не так много, но они там живут. И для них очень важно увидеть какое-то развитие в своем месте, там, где они привыкли жить на их малой родине, чтобы у него было возможности для развития, чтобы там было нормальное образование, чтобы там можно было лечить своих детей, а не ездить за 200 километров и родителей лечить, как вот сейчас. Но для того, чтобы развивать маленькие города, нужно развивать инфраструктуру. Для того, чтобы развивать инфраструктуру, в этих городах должно жить достаточное количество людей. Должно жить достаточное количество людей, это должно быть привлекательным. Вы понимаете, что раньше курица и яйцо. Да, но вы понимаете, что это план, мягко говоря, не на год, не на два. Конечно, это большая стратегия развития России. Подъем малых городов – это, может быть, нашей такой идеей большой. Ведь, смотрите, это еще сочетается с этими большими трендами в экономике, в мировой экономике, которые мы, конечно, сейчас выпали, но мы в нее обратно впадем в какой-то момент. Что сейчас не обязательно концентрировать людей в городе в одном,
чтобы они там работали на заводе. Сейчас очень многие люди работают удаленно, и они совершенно не обязательно должны работать в этом большом ужасном городе. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас экономика становится сетевой, то есть вы можете как бы брать маленький какой-то звено вот этой производственной цепочки и делать его где-то в своем маленьком городе. И жить хорошо, качественно. Я вот жила несколько лет в Анапе. Надо сказать, что это было очень здорово. Муж мой возвращался с работы за 15 минут на велосипеде. Это было так замечательно. Я могла дойти пешком до любого места, и мне было тоже очень от этого хорошо. Потом вот это направление на развитие другой энергетики. Это тоже очень важная штука. Она тоже связана с развитием малых мест. Но это все упирается в местное самоуправление, в ту самую главную идею, которую мы продвигаем. Потому что люди будут жить хорошо в городах, когда там будут оставлять деньги. А сейчас их просто подчистую все забирают. У них даже нет ресурса развития. Вообще никакого. И если у вас средства от малого бизнеса остаются в городе, то, соответственно, в вашем городе малый бизнес будет развиваться. И мы сейчас, несмотря на всю вот эту ужасную бюджетную систему, налоговую систему, несмотря на все давление, которое, вот эта централизация, пылесос, который превратился Москва, мы видим, как люди уезжают или возвращаются даже не в города, в хутора даже. И развивают там какой-то интересный креативный бизнес. Это может быть туризм, это может быть какие-то... Это единичная история. Это уже не единичная история. Это невидимая глазу большая сетка, которая уже возникла по стране. Таких людей уже много. Какой процент этих людей после 24 февраля встал и вообще уехал из страны? Нет, такие люди не уезжают. Они слишком приросли к своему месту, где они живут. Вот я знаю там историю, например, про одну девушку в Татарстане, которая приехала к бабушке в деревню, где она проводила детство, и увидела, как там отец ее с потухшими глазами сидит и не знает, что ему делать, а ему 50 с небольшим лет. Вы про Гузель рассказываете? Да. Но это не Татарстан, это скорее Екатеринбург. Малый Турыш. Я перепутала. Но неважно. Таких историй очень много. Да. Нет, это Гузель, это история, которую все друг другу рассказывают. Хорошо, но я знаю таких много историй. Хорошо, давайте я вам расскажу другие Давайте истории. другие. Вот у меня знакомая девушка, они уехали в Воронежскую область на хутор и сделали там производство фольклорного плана платьев, производство всяких произведений искусства. Тоже там какая-то косметика у них своя есть из природных. И они хорошо очень развиваются. К ним приезжают люди, про них узнают. Они сделали онлайн-торговлю, они, значит, продают эти платья. И я таких историй знаю очень много. Вот девушка в Рязанской области переехала тоже в деревню, и она что, на свои деньги построила дорогу. Вместо того, чтобы добиваться от муниципалитета, она просто сама на свои деньги построила дорогу туда. Потому что, а что делать? Они, люди вот таким образом возрождают Россию. Это такие подвижники, которых, нельзя ими не гордиться. В конечном итоге это все превращается в такую жизнь, как будто мы вот не в этом государстве живем, а мы как будто сами с собой. Да, это очень верная мысль. А вообще российский народ – это такие стихийные анархисты и либертарианцы на самом деле. Чем меньше ты взаимодействуешь с государством, тем больше у тебя возможности выжить. С таким государством это очень естественная политика. Другое дело, что так долго продолжаться не может. И это не дает возможности развития настоящего. Потому что, у нас же не растет вообще благосостояние людей. И у нас ВВП не растет, у нас ничего не растет. Потому что очень много ресурсов уходит не на то, что нужно. И вместо того, чтобы развивать наши города, наши села, вкладывать в местное самоуправление, в инфраструктуру, в развитие людей, в образование, мы вкладываем в танки, пушки и в какие-то страшные оружия, которые никому не нужно. Вот никому. Есть какая-то дополнительная сложность в том, чтобы быть женщиной-политиком? Есть дополнительное преимущество в том, чтобы быть женщиной-политиком, потому что когда ты женщина, ты... у тебя есть такие инструменты, которых нет у мужчин. Мне кажется, что женщины гораздо реже стремятся начать какие-нибудь войны и начать какое-то такое силовое противостояние. Женская политика, мне кажется, за ней будущее. Женщин должно быть гораздо больше в политике, чем есть сейчас. И женщин, которые не стесняются того, что они женщины, и проявляют свою женственность в политике.
Но совмещение политики и семьи, насколько это сложная история? Ну, смотри, какая семья. Ну, вот ваша семья конкретно. Моя семья несложная. Детям, конечно, тяжеловато, сыну особенно. Когда меня сажали, у него был нервный срыв, и ему, конечно, тяжело. Но, с другой стороны, может все что угодно произойти с человеком. Ну, может заболеть, например, там, или как-то под машину попасть. Поэтому, конечно, без переживаний и каких-то стрессов жизнь вообще не обходится. Это жизнь. Вот. А так, но меня семья очень поддерживает во всем. И мы как бы единомышленники вообще в целом. А ваш муж? У вас же длинный, почти студенческий брак. Ну, живем уже больше 20 лет. У нас как раз было 20-летие свадьбы. В тот год, когда у меня был этот суд, и когда у меня тогда началось уголовное дело. И мы также решили его отпраздновать, это 20-летие, как мы праздновали свадьбу на теплоходе. Поехать куда-то недалеко под каналом, по Москва-реке, и сделать небольшой пикник с друзьями, пригласить тех, кто был на нашей свадьбе накануне. Меня задерживают на площади, вот как раз ровно тот эпизод, который лег в основу моего уголовного дела, когда мы собирали подписи против поправок в Конституцию. И меня, причем так глупо задержали, я всегда очень злюсь на себя, когда какие-то события происходят просто из-за того, что я недостаточно внимательна, недостаточно аккуратна. Я ушла с площади достаточно рано, потому что мне мои адвокаты посоветовали долго не находиться, потому что угроза задержания была высокая. А потом я вернулась, потому что моя подруга Марина Литвинович мне позвонила, говорит: Юль, давай, говорит, встретимся, пойдем куда-нибудь потом в кафе. Я говорю: о, супер, пошли. Я приду, сейчас тебя... Она еще на площади оставалась. Я, говорит, приду, тебя заберу, и мы пойдем. И мы, значит, пришли, что-то там с языками с кем-то зацепились, чуть-чуть постояли. И тут бабах, меня, значит, и дочку мою вместе, и Марину, и всех задержали. И я такая была очень расстроенная. Прям я думаю, сейчас меня оставят на сутки, и весь наш праздник пойдет коту под хвост, потому что мы там готовились, кейтеринг там, не знаю, пароход сняли этот. В общем, как-то было обидно. И я настолько разозлилась, что когда нас привезли в ОВД, я сказала: я вообще никуда не пойду, пока не будет адвоката, и паспорт вам не дам, вообще ничего не дам. И меня оставили прям предбанники. Меня туда внутрь ОВД не отвезли, и паспорт у меня, главное, не забрали, как дураки. В общем, я сидела, смотрю, ничего не происходит. Я говорю: ну-ка я пойду, что ли. Уже время было, там, ночь. Под утро, короче. Я встала, взяла свой паспорт, пошла, вышла. Меня на охраннике на входе спрашивают: что, вас уже отпустили? Я говорю: да, отпустили. И ушла. Вот. Может быть, если бы я не ушла, они бы и не сделали дело, я не знаю. Но, в общем, в итоге у меня эта административка превратилась в уголовку, но зато я отправилась на праздник свой. И я вообще считаю, что в любой непонятной ситуации устраивая вечеринку, это лучше всего, самый лучший выход. Так что муж-то говорит, когда вы говорите: извини, дорогой, я в тюрьме? Еще говорит: держись, я с тобой, мы тут все справимся. Говорит он: все хорошо. Потом приезжаешь, а в доме бардак. Начинаешь, я вот когда приехала в 2019 году, а там такое в доме. Месяц мужики без меня жили. Дочка уже отдельно живет с мужем своим. И я пришла, говорю: все, давай вези меня обратно в спецприемник, я не могу здесь находиться. Пока ты уборщицу не вызовешь убраться, я домой возвращаться не буду. В общем, он мне на самом деле мы поехали в санаторий, приходить в себя я поехала. А муж убрался, и все было хорошо. Нет, он молодец, он с юмором относится ко всему и, конечно, переживает, но понимает, зачем все это нужно, и поэтому он меня поддерживает. Чем он занимается? Работает в банке. Не буду говорить, в каком. Подумали ли вы 24 февраля, что вот весь ваш манифест мягкой силы, вся ваша идея о вашей карьере политика, все ваши мечты о прекрасной России будущего закончились? Больше ничего этого нет? Нет, я так, конечно, не подумала. Я, наоборот, подумала, теперь у нас еще больше ответственности, потому что уже дошли до края. Теперь еще больше ответственности на нас лежит. То есть вы воспринимаете происходящее как некоторый шанс
как вызов и как шанс. Но я вообще все любые проблемы воспринимаю как вызов и шанс. Я не воспринимаю проблемы как проблемы, потому что проблемы как проблемы, и нытье, и вот это все, ой-ой-ой, это как бы бессмысленная позиция, она ничего тебе не дает. Она не производит никакого нового блага, никакого добра, никакого мира. Она производит только страдания. А страданий и так слишком много, надо их уменьшать, их количество в мире. Очень важно для политика, вот что он должен производить, да, он производить должен веру в будущее. Это очень важно, это главный его ресурс. Если у политика нет веры в будущее, если у него нет видения будущего, нет ощущения вот этого потенциала, который есть в народе, то зачем вообще идти в политику? Наша кофейня, которую мы спасли, потому что она погибала из-за того, что был ковид с одной стороны, а с другой стороны у нас прекратилось трамвайное движение. И мы организовали флешмоб, все жители ходили в кофейну, покупали там кофе, фотографировались, вешали в соцсетях, как они купили кофе. И, в общем, мы спасли кофейню от разорения, а кофейня – это непростая. Там остановка, самая старая остановка в Москве, трамвайная. Когда-то это была конка. Она стояла в полном разрушении много лет, пока местная жительница, бизнесмен, не выкупила ее за 1 рубль и не отреставрировала на свои деньги. И другой наш житель Вячеслав Андреевич предложил там сделать кофейню. И я думала, что это утопия. Я говорю, какая кофейня, Вячеслав Андреевич, вы что? А на самом деле она прислушалась, сделала кофейню, и теперь у нас там самый лучший кофе, наверное, в Москве. Я буду кофе. Какой? А можно мне капучино с банановым молоком? А мне просто капучино, пожалуйста. Возьмите. Да, а еще можно, знаете, что... Что это такое все? Это у вас на... Это у вас на районе такую всю красоту делают? Да. Да. То есть, если вы будете подводить итог своей муниципальной деятельности, то это будет кофейня. Да не, ну у нас очень много чего. Слушай, еще чего? Ну, я не знаю, у меня вот такие папки каждый год по 500 обращений разнообразных. Куча людей, которым я просто помогла и с капремонтом, с какими-то просто проблемами, с врачами, с соцработниками, ну, все что угодно. Это просто обычные люди, которым как депутат я помогала. Поликлинику вот отремонтировали быстрее, чем планировали на несколько лет, детскую. Ну, то есть много чего было. Считаете ли вы своей заслугой, в том числе своей заслугой, то, что начиная приблизительно с 2016-2017 года позиция муниципального депутата стала действительно что-то значить в Москве? Да, не только в Москве. Вообще интерес к муниципальной политике возник и стал активно расширяться. Да, я считаю это своей заслугой в том числе, потому что был 15-й год, я помню, мы пришли с Наташей Шевшиковой, моей подружкой, которую вместе делали школу местного самоуправления, к разным умным дядькам и мужикам, которые, значит, все партийные были, разных партий, движений, и сказали: выборы. Давайте местными выборами заниматься. Это самое главное. Потому что местная политика – это вообще самое-самое важное, что может поднять вообще страну из-за деполитизации, из-за вот этого состояния неинтереса, как бы отсутствия интереса к общественной жизни. Мы сказали: местные выборы – это неплохо, конечно, здорово. Давайте, девочки, идите, занимайтесь. У нас же Госдума в следующем году. Вот. И, по сути, мы тогда очень упорно работали. И тут, Максим Кац тоже молодец, подключился тогда с этой своей платформой. Тоже много людей пришло в местную политику. То есть, и вот интерес сразу возник. Потом мы стали делать конгрессы независимых депутатов, потом сделали земский съезд. И, в общем, мы продолжаем эту тему. И в этом году опять выборы, поэтому это очень важно. Что бы вы посоветовали любому человеку в России, который вдруг решит стать муниципальным депутатом и вдруг решит заняться политикой вот с этого самого небольшого уровня? Сначала поучиться. Надо поучиться, да. То есть не надо просто горячо любить свою родину?
Нет, горячо любить родину очень важно, и вообще чувство это очень важно, но это у него уже есть. Что ему советовать? Если он это решил, то он, значит, уже это имеет. Это ему надо просто осознать свою мотивацию. Надо поучиться, надо понять, как это делается, потому что даже на местном уровне выборы – это сложная технология. И муниципальная работа – это сложная работа, в которой надо разбираться в законах, разбираться в том, что можно, что делать, как, вообще опыт. Главное, что у нас не очень много полномочий, поэтому очень многие вещи приходится делать не благодаря каким-то прописанным законам, а просто благодаря творческому потенциалу своему. Тому, как ты можешь это придумать, как это можно раскрутить. И, конечно, нужно найти команду, нужно найти единомышленников. Это очень важно, нельзя быть одиночкой. Создается ощущение, что оппозиционный ваш флёр вам сейчас как будто бы мешает немного. Ну, в некотором смысле я иногда так думаю, что мой имидж, который сложился на данный момент, вот такой вот девушки, которая может залезть на трибуну, значит, и... Ладно, залезть на трибуну, выйти с одиночным пикетом, давайте. Ну, выйти с одиночным пикетом, ты, каждый дурак может, но сейчас нет, но раньше-то это было несложно, да. Ну, как бы вот как мы залезали в 19 году на решетку мэрии, такая есть фотография, прям где я такая вишу, да. И, конечно, да, мне немножко это мешает, потому что люди это боятся. С одной стороны, это необходимо, это смелость, которая необходима политику, иначе ты растворишься во всем этом ужасе, который у нас происходит вместо политики. Да, ты должен быть твердым, но с другой стороны ты должен быть мягким. И это вот сложное сочетание, к которому я пришла только с возрастом. Я раньше этого не понимала. И мне, конечно, надо сейчас от этого, наверное, корректировать свой образ в сторону большей мягкости. Поэтому я стала носить платья, я раньше их не носила. Красивая. Да, видишь, нарядная. Да. Ей дали брошечку. Она всегда красивая. Она, во-первых, всегда красивая. Во-вторых, она, знаешь, когда она начала становиться красивой, когда ее чуть не посадили. У нее был какой-то момент, Ну, она там, знаешь, сказала, там красота поперла. а я буду красивой теперь. И Да. она все время в платьях. Вот прям... Да, это же целая история была с моими платьями и с моим судом. То есть до суда вы красивой быть не собирались? Ну, у меня не получалось, я бы сказала. Я не понимала своего смысла еще. Я в суде обрела смысл себя, да. Я очень благодарна своему суду, потому что он для меня открыл меня во многом. Я стала понимать... Люди на психологов такие деньги тратят. Да, люди тратят деньги на психологов, а мне суд помог. Да, Бесплатно? Бесплатно, да, ну, почти. Все-таки какие-то ресурсы пришлось тратить. Но платье я многие получила бесплатно, потому что я просто написала, что я теперь буду ходить на каждое заседание в новом платье. И мне стали писать разные дизайнеры, художники, владельцы магазинов и ателье, и стали предлагать мне платья, и мои избиратели приносили мне платья, избирательницы. И у меня скопилось такое большое количество платьев, которые я на каждый суд приходила в новом. И это был праздник. Мне кажется, что люди это тоже чувствовали, потому что люди тоже часто приходили ко мне на суд. И не для того, чтобы с грустными лицами посмотреть, как судят человека, а для того, чтобы развлечься. У нас там были художники на каждом судебном заседании, у нас были поэты, актеры выступали с какими-то своими выступлениями, да, рэперы, депутат Московской городской думы Михаил Тимонов выступил в роли Деда Мороза, а на елке висели слова «свобода» на очень разных языках. Много всего было прекрасного. Мы пекли пирожки и блины, и, в общем, такую какую-то традицию приносить самодельные пирожки на суды. Вот. Но как-то она теперь немножко все это в связи с вот этой войной и всем, оно как-то все сошло на нет. Но мне повезло, я успела создать из своего суда праздник. Ваше последнее слово, оно прекрасно. Во-первых, оно начинается со слова «спасибо». Да, во-вторых, вы рассказываете о своей вере в Россию, в прекрасную Россию будущего. Вы действительно верите в то, что в нашей стране возможны перемены к лучшему? Да, ну я не знаю, сколько я проживу, конечно, но я верю, конечно, что в ближайшие годы в России начнутся перемены. Просто потому, что по-другому не бывает. Невозможно длительно находиться в депрессии. Общество начинает от этого очень... Ну, ему необходимо становятся перемены. Так устроена жизнь.
Я просто очень верю в русских, российских людей. Я понимаю, что люди очень разные, но в целом, в массе своей, люди хорошие, и у них они достойны лучшей жизни, чем той, которую они сейчас проживают. И очень важно, чтобы люди в это сами поверили. Сложно убедить людей в том, что нужно и можно думать о будущем, в том, что можно мечтать о чем-то большем, чем то, что есть у тебя сейчас. Но, наверное, это такая моя мечта и моя миссия это делать. Если бы я не верила, то я бы зачем тут оставалась, зачем бы я тут что-то делала, подвергала себя каким-то рискам. Потому что когда реализовываешь свою мечту, а это и есть моя мечта, ты становишься счастливым, и если это ложная мечта, ты не становишься счастливым. Вы счастливый человек? Конечно, разве это не видно? Видно, и это удивительно. Да, это понятно, что люди часто несчастны. И вот одной из задач тоже это дать возможность быть людям счастливыми. Не сделать их счастливыми, потому что это невозможно, но дать им шанс быть счастливыми, показать, как быть счастливыми. Это тоже задача и политиков в том числе. Давайте попробуем составить правительство из политиков, с которыми вам бы хотелось работать. Значит, смотрите, давайте сразу скажем, что это те политики, которые будут в реальности в будущем, даже в демократическом правительстве, наверняка мы их не знаем еще. Это понятно, но вот из тех, кого мы знаем. А кого мы знаем, это много кто, и это мои коллеги, муниципальные депутаты со всей страны, которые бы мне очень хотелось видеть. Давайте вот из тех, кого я тоже смогу опознать. Я боюсь, никого вы не запознаете. Из тех публичных политиков, которых мы знаем, вы ни с кем бы не хотели в правительстве оказаться? Да нет, я бы готова с любым в правительстве оказаться. Мне, в принципе, интересно со всеми поработать. С Яшиным, наверное, можно было бы поработать. Другое дело, что сложно, но можно. Так, Яшина берем. Кого еще берем? Я хотела, например, с Аней Черепановой обязательно быть в правительстве. С Александром Замятиным. Хотя он и левак страшный, но он очень, очень интересный. Хельга Пирогова. Так, кого бы мы еще хотели увидеть в этом правительстве? Я бы хотела, чтобы были левые и либертарианцы. Чтобы мы могли сидеть и договариваться, и выбирать какую-то центральную позицию, в которой бы всех бы устроила. Тогда бы я кого-нибудь из либертарианцев пригласила, типа Сергея Бойко. Вот. Так, надо еще кого-нибудь придумать. Светлану Уткину. Так. Это муниципальный депутат из Петербурга. Я обязательно кого-нибудь пригласила из... у меня есть такой прекрасный депутат Александр Бондарчук из Ноябрьска. Потому что люди, которые знают жизнь в нормальных, обычных местах. Или там кого-то из Якутии. У нас там много всяких депутатов и активистов. Ребят из Татарстана обязательно, которые за национальное возрождение татарского языка. В общем... Было бы. Кстати, как интересно, вы не назвали никого из публичных политиков, ни Шлосберга, ни Каца, ни Навального, ни Соболь, никого из тех, кто все-таки ассоциируется с оппозицией на сегодняшний день. Почему? Не знаю, слушайте, это сложно, даже они мне в голову не пришли никто. Вот это интересно. Не знаю, наверное, кого-то бы я, конечно, тоже с кем-то бы смогла сотрудничать, с тем же Шлосбергом, наверное, да. Но мне кажется, что они очень резкие. Они большинство очень не оторванные от земли, от людей. А муниципальные депутаты, они знают жизнь снизу, поэтому Яшин, он знает жизнь снизу. Но Шлосберг, я думаю, тоже знает жизнь. Шлосберг, я поэтому его называю тоже. Все-таки возьмем? Да, возьмем. Я хотела побольше женщин, а женщин их мало вообще даже и в местном самоуправлении. Интимный вопрос. Мне рассказывали, что в юности одной из форм вашего протеста было то, что вы никогда не завязывали шнурки на кроссовках. Нет, Меня абсолютно потрясла эта новость, поэтому я должна уточнить, что это было. Нет, не то, чтобы это была форма протеста, не то, чтобы я их не завязывала. Просто они у меня все время развязывались. До какой там юности, лет до 40, наверное. А потом перестали. Потом вы заклеили, что ли? Не знаю, что-то со мной случилось. Но, наверное, просто я такой человек, который все время про что-то витает в облаках, а не смотрит на шнурки. А потом я стала приглядываться к земле, видимо. Не знаю, не знаю, кто вам это рассказал. Я знаю, что я в юности в знак протеста перелезла через забор университета. И?
Ну ничего, меня хотели выгнать, но поскольку я была отличницей, то меня не выгнали. Я все время студентам рассказываю, когда лекцию про открытые университеты веду, я всегда говорю, что открытый университет начинается с открытого входа. То есть никаких вахтеров, пропусков и в этих вертушек на университете на входе быть не должно. И когда я был 90-й какой-то год, я пришла в университет, а у нас взяли и ввели пропускную систему. Говорят, потому что нашего ректора украли Вольво со двора. Не знаю, что это правда или нет, но в систему нам ввели. Я очень возмутилась. Я перелезла демонстративно на глазах у охранников через высоченный забор. Меня поймали, естественно, снизу охранники, отвели проректору по безопасности. Меня хотели выгнать, но за меня вступилась Наталья Ивановна Басовская, если вы помните, такой был великий ученый. Она за меня вступилась, потому что я написала записку, стилизованную под письмо XIX века. И Наталья Ивановна почитала и сказала: нет, такого талантливого студента нельзя выгонять, поэтому меня не выгнали. Но система охраны так и осталась с тех пор. И я все время мечтаю, что наши университеты когда-то станут местом, где можно просто прийти любому и послушать любую лекцию. Вы лингвист по образованию, вы у Пунгяна защищались. Да, вы знаете Пунгяна? Я вообще понимаю масштаб. Да, в общем, это серьезный ученый. А вы специалист по редким языкам. Вы сколько языков сами знаете? Чуть ли не 5 языков, про которые никто вообще не представляет, что это такое. Знаете, что значит знать язык? Я не могу бегло разговаривать на этих языках, но изучала я много. Но лингвисты, они такие. Знаете, есть лингвисты-полиглоты, которые вот так быстро там начинают разговаривать. Это не про меня. Я вообще очень плохо учу языки, именно так, чтобы хорошо разговаривать. Но вот структуру, грамматику, лексику, изучать их именно как ученый, я много языков изучала, я не знаю сколько. У вас африканские языки, да, диссертация? Диссертация по африканскому языку сангай, да, это официальный язык Мали. Просто в России по нему было 3 специалиста, а теперь 0. Потому что я тоже не занимаюсь. Один специалист уехал, один, к сожалению, умер, наш завкафедры. Но у нас, как было принято в науке, 1 язык, 1 лингвист. И осталось 0 специалистов по языку сангай. Сейчас, последние годы, я занималась кетским языком. Это маленький язык на севере Красноярского края. И уже практически исчезнувший. А кто на нем говорит? Кеты северные. А какая они группа? Никакая. Это единственный язык, представитель группы. А это не группа даже семьи. Семья енисейская. Там было несколько языков. Эти языки все уже исчезли. Но они их составили лингвисты, они описаны. Но они в основном все последние, брат кетского исчез в 80-е годы. Соответственно, дальше этот язык уже объединяется только с китайскими, кавказскими языками на уровне макросемьи. Ничего себе. Да, это очень интересный язык. Вы знаете, что у вас меняется вообще выражение лица, когда вы начинаете говорить про языки? Да? Да. Наверное, это моя любовь не реализованная. Да, только прям свет появляется. А что должно произойти в жизни школьницы, чтобы она пошла в лингвисты, и не просто в лингвисты, а в специалисты по редким языкам? Я пошла на лингвистику очень осознанно, потому что я металась между мехматом и журфаком. И я пошла в мат-школу учиться, у меня неплохо получалось с математикой, ужасно с физикой, просто совсем никак. И кроме того, я занималась там независимой журналистикой у нас в школе. Я сделала независимую стенгазету, там всеми скандалами. Я боролась за права школьников и так далее. В общем, у нас было много всего интересного. И к нам пришел очень хороший учитель по литературе. И вдруг я поняла, что вообще мир гуманитарной мысли – это вообще что-то вообще намного интереснее, чем вся эта физика с этой химией, потому что все там не так непредсказуемо, непонятно, по-разному, со всех сторон можно на это посмотреть, не как в технических и естественных науках. Мне очень было жалко мою математику, я так любила ее, с одной стороны. С другой стороны, я не хотела идти в математику. И лингвистика оказалась очень интересным выходом, потому что лингвистика – это сочетание и математических методов, и точных, и гуманитарного. И я с большим удовольствием училась, и кетский возник у меня на первом курсе, когда мы поехали в экспедицию. Это правда было приключение с реальными опасностями. Там медведь чуть нас не съел. Никого из первого курса вообще не брали.
Взяли меня, взяли моего приятеля. Он таскал воду и мыл котлы, потому что он был по искусственному интеллекту, и он не занимался наукой. Вот так, на подсобку взяли. Ну, меня взяли, потому что я училась на одни пятерки в институте, и я такая была. Не оправдала надежд вообще. Ничего не написала. Хорошо потусовалась, познакомилась со всеми, растворилась вообще в этом мире кетов, но ничего не сделала потом. В 2009 году мне моя начальница будущая предложила место в МГУ на кафедре, которая занимается исчезающими языками. И я с удовольствием согласилась, и потом я уже много раз ездила в экспедицию к своим любимым кетам и к моему любимому информанту Александру Котусову. Это великий кетский поэт, который, к сожалению, умер в 2019 году. Вау. Такой у вас нету, наверное. Нет. А? Такой точно нет еще. И, наверное, самым главным своим достижением в жизни, вот главным, я считаю, что мне удалось добиться того, чтобы его похоронили у себя на родине, в маленьком поселке. Там такая история была, что у него рак был, он умер в районной больнице, в Туруханске. Туруханске 200 километров еще с вертолетом. И никто не хотел предоставлять никакой вертолет, чтобы перевезти труп. И в Туруханске плюс 40, и у них сломался морг. У них отключилось электричество в морге. И вообще, что делать, непонятно. Проблема еще в том была, что я собирала подписи. У меня был разгар подписной кампании в Мосгордуму. И тут мне сообщают, что Александр Максимович умер. Я бросила все свои силы. Я звонила каким-то депутатам Госдумы, которым я в жизни никогда бы не позвонила. Каким-то еще... В общем, в итоге губернатор Красноярского края, он выделил 600 тысяч на то, чтобы доставить тело уже в Келок. И его похоронили. И вот теперь кетский язык почти с ним умер. Для средней России Тимирязевский район 70 тысяч человек, да, это как будто бы небольшой город. В случае чего мы можем отделиться от всего остального России, потому что у нас тут есть свои... Сепаратизм – это статья, Юля, что вы говорите? Ну, это шутка. Но у нас тут есть зато свои коровники, теплицы, пшеница растет, там, овощи, все что угодно. Потому что у нас же Тимирязевская академия, у нас тут поля. Чем еще прекрасен Тимирязевский район? Ну вот садик, например. Этот садик, тут хотели строить дом, но местные жители отбили и построили в итоге садик. Вот это вот наш трамвай знаменитый, который здесь ходил, когда еще он был не трамваем. И еще в начале 20 века здесь Пустовский работал кондуктором на конке. А там вот у нас Вучетич жил. Вучетич тоже живет, его потомок. Вот, а такой большой особняк, и вокруг него головы расположены. Голова Ленина, которую так и не поставили никуда. Так слава богу. Голова. Но мы ее очень любим. Вот когда там начинают говорить, давайте снесем везде Ленина, я говорю, вы как хотите, но нашего Ленина не трогайте. Наш Ленин – это наша достопримечательность. И там голова Родины Матери, она осыпается, в нее камушки сыпятся. Поэтому сетку поставили даже специальную. Тут лес у нас, который мы тоже все время защищаем и пытаемся отбиться. И все время пока удачно от благоустройства этого леса. Мы ходим туда на субботники. Вот в этом году 2 субботника уже провели в лесу. Но с ваших слов выходит, что как будто бы эти местные люди все время находятся в какой-то такой оборонительной позиции против кого-то извне, кто приходит и хочет все время что-то у них оттяпать. Ну, в некотором смысле да, потому что московская политика так устроена. В Москве все время надо все осваивать. Да? Невозможно просто оставить людей жить в покое и развиваться. Надо обязательно что-нибудь им такое сотворить, чтобы они не чувствовали себя спокойно, были всегда в напряжении. Нельзя просто оставить жизнь развиваться, как она есть. Надо обязательно все в гранитную плитку заложить.
или бетонную. Одно из первых ваших политических, в общем-то, заявлений было ваше выступление против реновации. А что вам в реновации-то не так? Самой идеи реновации? Ну, вы знаете... Ну, не могут люди всю жизнь жить в пятиэтажках. Нет, конечно, они должны жить так, как они хотят, да, но там само право частной собственности каким-то образом так устроено, что у человека оно исчезает, по сути. И то, что им предлагают взамен, это такие условия, что ты не можешь ни выбрать, ты не можешь не получить землю под этим домом, да, качество этих домов ты не можешь проконтролировать, у тебя нет возможности каким-то образом это, ну, как бы влиять на то, что принимаемое решение. То же самое, что капремонт тоже, это все как бы государство за тебя делает и тебя не спрашивает. И, конечно, какие-то пятиэтажки необходимо сносить, необходимо их перестраивать, но какие-то не надо. И нужно, конечно, не строить на их месте огромные вот эти вот монстры, которые строят. Но люди, у которых нет ни архитектурного, ни строительного, ни дизайнерского, ни вообще какого-то образования специального, как они могут решить, где хорошо строить дом, а где плохо? Потому что они специалисты в своей жизни. Вот нам говорят, люди не эксперты. Да люди эксперты в своей жизни. 70 тысяч человек, они эксперты, каждый в своей жизни. 70 тысяч мнений по Они поводу того, могут где построить договориться. дом. Думаете, могут? Да, люди должны смотреть и решать. Потому что это же их жизнь. Они могут ошибиться, да, но, по крайней мере, они сделают это сами. А когда из людей все время делают каких-то таких вот подопытных кроликов, люди становятся в какой-то степени пассивными и неактивными, не участвующими ни в чем. Долгие годы мы приучались к тому, чтобы вообще не соприкасаться с политикой. Общественный договор выглядел примерно так, что вы не лезете в нашу жизнь, а мы не лезем в вашу жизнь. И политика считалась, и, в общем, считается, чего уж тут, максимально грязным и неприятным делом. Ну, это вот одна из задач была наша, показать, что политика – это интересно, что политика – это этично, что политика – это, важно, что это какой-то моральный долг даже в некотором смысле для человека. Потому что политика – это, собственно, обустройство мира вокруг тебя. Не только себя, не только свою семью, но и свой подъезд, свой дом, свой двор, свой район, свой город, свою страну и вообще все человечество. Ваша амбиция политическая какая? Моя мечта – это быть в парламентской республике депутатом или даже главой фракции, которая определяет политику страны. То есть на президентское кресло вы не метите? А я считаю, что нам не нужно президентское кресло вообще. Здравствуйте. То есть оно такое вот как бы, вот чтобы он махал рукой, как королева английская, это, пожалуйста. А так президент нам не нужен, конечно. Почему? Вы знаете, у нас очень разнообразная страна, и как бы скапливать большое количество ресурсов властных в одних руках, это всегда будет перекос. Люди настолько разные, что нужно, чтобы было максимальное представительство всех. А это не добьешься президентством. Тут либо так, либо сяк. Либо за этого, либо за того. Ты не можешь 2 президентов, 3 президентов выбрать. Поэтому необходима, конечно, нам другая форма управления страной. Максимально вовлекающая всех. Но в России все-таки страна, привыкшая к вертикальному управлению. Знаете, мало кто к чему привык. Вы знаете, мир меняется, и страны меняются. Да, во-первых. Во-вторых, у нас были примеры. У нас вот Новгородская республика была. А как она закончилась? Слушайте, история вообще штука кровавая. Мы можем смотреть на историю как на что-то, что нас подавляет, да? Можем смотреть на историю как на опыт. И, например, опыт земства. Это вообще фантастическая штука. Наше изобретение российское, которое очень хорошо сработало. Но оно очень недолго все-таки просуществовало. Как недолго? Полвека просуществовало. Что такое полвека в России? Слушайте, а мы сколько с вами жить собираемся? Еще полвека. За это время много чего можно успеть. Быть политиком – это дорого в России? В смысле денег? Да. Да нет. Я вообще бессеребренник. Мне особо деньги не нужны. Я о них вообще обычно не думаю. Есть деньги – хорошо, нет денег, и бог с ними. Как бы никогда особо не заморачивалась по этому поводу, никогда в жизни. Меня вообще никогда не интересовали. Может быть, потому что я привыкла с детства как-то к этому относиться легко. И они как-то всегда появлялись. Я помню, когда я родила дочку, на самом деле у меня дочка, она не от моего мужа, мы с мужем познакомились, когда она была 3-месячным ребенком. И я помню, недавно кто-то выкладывает книжку по математическому анализу. И там обложка, и там написано «Верстка Галямина, ЮЕ». Я такая, чё?
Мне говорит: Юля, это ты. И тут я вспоминаю, что как только я родила, прибежала куча каких-то моих друзей и сказали: о, смотри, тебе денег нет, давай мы тебе дадим верстать какие-то математические учебники, ты разберешься, как тут это все делать. А вы филолог вообще по образованию? Какие программы, как верстать? Ну, нет, я же все-таки лингвист. У нас очень много было и программирования, и математики. Во-первых, поэтому для меня не совсем там темный лес, а во-вторых, это же все-таки чисто такая, ну, во многом механическая работа. Я ребенка укладывала, садилась, верстала, книжку сверстала. Такой вот очень хороший учебник по мат-анализу. Ну, я очень горжусь этим, что и такое в моей жизни было. Но главное, что вот когда, вот всякий раз, когда мне не хватает денег, откуда-то они появляются. Мы провели с вами почти сегодня весь день, и я все время замечала, что ваша дочка Дуня делает вам разнообразные замечания. Мам, так не сиди, так не смотри, туда иди, сюда иди, тебе пора снимать контент и так далее. У вас вообще нет конфликта матерей и дочерей? Кто главнее-то? Когда как. Если вопрос идет надень что-нибудь потеплее, то это я. Надень шапку? Надень шапку, да. Надень шапку – это моя функция. Поправь платье, макияж, стань прямее, улыбнись тоже лучезарнее – это дочкина. Но она сейчас с вами на работе или она сейчас с вами волонтер? Ну, какие-то, если у нас есть деньги, то мы пытаемся как бы заплатить всем. А когда нет, тогда нет. Ну, это удобно с дочкой работать? Очень. С дочкой гораздо удобнее, чем с кем-то еще. Потому ссоры? Не, ну подростковый возраст у нас был, конечно, но у нас все выходило на ссоры брата и сестры. У нас было отдушина. У нас брат был либертарианец, а сестра феминистка жесткая. И у нас просто летели искры, тапки, все что угодно, когда они начинали спорить о каких-нибудь женщинах из Бангладеш, которые трудятся на белых мужчин, и так далее. Ну, как бы... Иногда это доставало, и я тоже начинала ругаться, потому что уже невозможно. Что это вообще такое? С чем вы вовлекли ребенка в политику? Ну, а какой ребенок? Ей уже 24 года. Ну, послушайте, она-то с вами в политике не с сегодняшнего дня, а все это время. Ну, потому что ей интересно. Вот у нас есть младший сын, он вообще никак даже рядом не хочет находиться с этим. Ну, вы же понимаете, что в России сегодняшняя политика – это опасное дело. И так или иначе вы подвергаете опасности своего ребенка. Ну, люди вообще высылают детей за границу, чтобы заниматься политикой в России? Ну, вы знаете, я не то, чтобы я подвергаю опасности, она взрослый человек, ей это интересно. Я считаю, что опасность – это не самый главный мотиватор. Главное, чтобы раскрыть себя, свою личность. Это важнее, чем опасность. Можно сидеть, трястись от страха и быть несчастным. А можно иметь какие-то опасности и быть счастливым. Но, тем не менее, мы с вами не передвинули дату интервью на попозже, потому что вы сказали, что черт его знает, может быть, я уже и не буду на свободе. Я вот вчера ложилась спать, я такая, купила вот новую курточку, как вас заметил ваш оператор. Вот, и такая, думаю, вот сейчас завтра приедет, макияж мне делать с утра. Я думаю, а вдруг в 6 утра придут, будет обидно. Вот. Когда я в 6:30 проснулась, никто не пришел, я думаю, о, класс, никто не пришел. Привыкаешь к тому, что за тобой могут прийти в любой день? Ну, в общем, да, но это даже плюсы, потому что ты как бы постоянно чувствуешь радость жизни, которую не чувствуешь, когда, такие серые будни. А тут ты как бы просыпаешься утром, понимаешь, что тебе подарен еще один день на свободе, с природой, с солнцем, с мужем, с детьми, и ты счастливый человек. Вы боитесь тюрьмы? Это такой вопрос. Я боялась, я сейчас сидела в спецприемнике. Это хотел какой-то момент такой страх, потому что я подумала, сейчас я выйду, меня опять заберут и сразу в тюрьму. Был такой вариант, что так будет. Вот, потому что у меня же условный срок, и поэтому как бы я могу в любой момент его превратить в реальный. В реальный, да. И я так испугалась, я как бы сидела и думаю, так, Юля, ты боишься, надо что-то делать. Что делают люди, когда боятся? Они начинают получать информацию. Слава богу, со мной сидела тогда Маша Алехина в соседней камере. Я на прогулке, ее поймала, говорю, Маша, вот я блокнотик взяла, ручку, давай рассказывай мне, что значит сидеть в колонии, что значит пересылка, что там можно, что нельзя. Она мне все рассказала. Я поняла, что жить можно, и как-то успокоилась.
В общем, информация есть более-менее понятна. Женские колонии лучше, чем мужские. Женских колоний строгого режима не бывает, так что у нас есть свои преимущества. Но все-таки чего вы больше всего боитесь в тюрьме? Ой, вы знаете, я боюсь за здоровье больше всего. Когда ты не можешь правильно распоряжаться своим здоровьем, это, конечно, очень страшно. Больше я ничего особо не боюсь. Вы выглядите ужасно оптимистичным человеком, и мне кажется, что это не до конца правда. А бывают ли у вас моменты выгорания и депрессии? Нет, конечно, это тоже бывает. Послушаешь каких-нибудь скептиков, тоже начинаешь приунывать. Потом находишь в себе внутренние силы и понимаешь, что нет, это так не должно быть и не может быть. Бывает ли у вас ситуация, в которой вы сами себе говорите, да блин, это все абсолютно пустая трата времени? Бывают такие вещи, которые ты делаешь, ты понимаешь, что это пустая трата времени, тогда разворачиваешься, идешь в другую сторону. Конечно, у меня тоже бывает выгорание, но я вовремя это ловлю, поскольку я научный человек, меня специально обучал психолог, что нужно делать. Я понимаю, что я ничего не чувствую, у меня прям пустота на месте эмоций. И единственная эмоция, которую я испытываю, это гнев. Вот это у меня так выгорание выглядит. Я начинаю кругом распространять этот гнев, и это ужасно. Но в этот момент я понимаю, что да, что-то делал плохо. Что надо делать? Есть рецепты. Первое – отдохнуть. Просто поспать. Или в отпуск уехать. Или, заняться чем-нибудь физическим. На даче покопаться на грядках. И спорт. Спорт – это вообще... Политик без спорта не может существовать. А что вы делаете в спорте? Я самые банальные вещи делаю. Я плаваю. Сейчас я учусь плавать баттерфляем. Это вообще отдельная классная вещь. А кроме того, я штангу поднимаю, но лежа, не сидя. Штанга – это вообще отличная штука, потому что, когда я была... В 2019 году собирала подписи. Это было, конечно, сложно. Представляете, 6 тысяч подписей за месяц собрать. Это просто... реально очень тяжело. И в какой-то момент была ровно середина кампании, и мне собрали ровно треть. То есть... Не хватает. Да, была какая-то очень печальная история. И я пошла к своему тренеру и сказала, так, давай мы с тобой какой-то сейчас самый максимальный вес, какой я смогу, в принципе, выжить, давай поставим с тобой, и я попробую его выжить. И мы сделали это, потренировались, размялись, и я взяла вес, я это ощущение запомнила, это подъема веса, что было с моими эмоциями, что было с моим адреналином. И я его потом повторила на сборе подписей и собрала эти подписи. Это был очень важный момент. А насчет того, чтобы себя менять, это очень важно. Человек должен меняться. Мне говорят, надо быть естественным. Но нет ничего естественного. Есть ценности, которые ты сам для себя осознал. Это очень важный момент, кстати, осознание ценностей. Ко мне приходят молодые политики. Я им всем задаю, скажите, а какие у вас ценности? И на этом месте у людей возникает глубокое молчание, потому что они не могут это сформулировать. И когда они формулируют эти ценности, дальше я задаю вопрос, а вы каждый день их практикуете, эти ценности? И дальше возникает, что нет, люди не всегда практикуют ценности. И тогда наступает то самое лицемерие, то самое, что мы сейчас наблюдаем в окружающем мире, когда люди говорят одно, а делают другое. И это, к сожалению, свойственно очень многим, вне зависимости от их политических взглядов. И поэтому для меня важно каждый день делать такой чек, проверять, Юля, ты сегодня соответствовала своим ценностям, или здесь ты тут провалилась? И тогда я пытаюсь исправить ситуацию. Исходя из своих политических знаний, сделайте, пожалуйста, прогноз на то, что с нами будет в течение года, и на то, что с нами будет в ближайшие 10 лет. За год ничего такого очень сильного не изменится, но будет очень хуже гораздо жить экономически людям, гораздо хуже. Из-за этого начнут сыпаться рейтинги, может, не у Путина лично, но у всех остальных властных институтов. К сожалению, спецоперация, скорее всего, рутинизируется, превратится в такой очаг постоянного воспаления, но в таком
уже не в таком резком режиме. Ну, и будет такая вот нарастающее недовольство вот всех. Социальная напряженность. Социальная напряженность, да, потому что жить станет хуже. Уже в сентябре почувствуется это ухудшение жизни. Сейчас уже у нас количество бедных увеличилось на несколько миллионов. В реальности там 30 миллионов у нас живет за чертой бедности людей. Это же очень много. Поддержка спецопераций будет падать, потому что будет падать уровень жизни. А известно, что люди с низким уровнем жизни не поддерживают спецоперацию. Ну, гораздо меньше у него уровень поддержки спецоперации у бедных людей. Вот. А что будет через 10? Ну, я думаю, что Россия как-то переживет какие-то сложные времена и начнет потихонечку восстанавливаться, видеть какое-то будущее свое, сможет начать делать институциональные изменения, но изменения, которые будут поддержаны обществом, которые, вот это, по крайней мере, это моя мечта. Как будет, я не знаю, но нужно, чтобы мы вместе с обществом, вместе с людьми могли придумать эту новую жизнь, а не как это было в 90-м. Пришли люди какие-то и сказали, будет так, а вас спрашивать мы не будем. И поэтому все так произошло. Или как Путин, будет так, а вас мы спрашивать не будем. И все время напряженность и творческая энергия народа не раскрывается. А ее надо раскрыть. Чтобы каждый из нас не жил так вот, чтобы от получки до получки как бы выжить. И не думать, и давайте не будем вот об этом думать, а еще и об этом думать. А чтобы каждый человек мог раскрывать себя, становиться лучшей версией себя. Я верю, что наш народ – это очень талантливые люди, у которых есть свои особенности, свои какие-то качества, которых нет у других народов, ну, в хорошем смысле этого слова, которые они могут подарить миру. Например? Ковид очень многое показал, да? Когда начался ковид, что у нас просто расцвел куча всяких… Поддельных справок. Нет. Ну, справок тоже, конечно. Это тоже элемент креативности, потому что с государством можно только так. Только с ним можно только… Так а как у нас креативность-то в ковид расцвела? Ну как? Ну, у нас появилась куча каких-то бизнесов, которые вообще почти никто… Ну, как бы хуже стало, но не то, чтобы такой спад экономики. Потому что люди быстро приспособились, переначали свои бизнесы, придумали, что с ними делать. Ну, например, у меня вот подружка есть, у нее гостиница в Москве, маленькая такая совсем. И понятно, что уже все, вот в ковид был самый ужас. Тогда что она стала делать? Она заключила договор с Центром поддержки жертв домашнего насилия. У нее стали жить женщины, ну, какие-то донаты там ей давали, чтобы… То есть шелтер сделала? Шелтер, да. Доставка, которая у нас расцвела, нигде в мире такого нет. Это цифровая экономика, которая у нас такая, что нигде в мире этого нет. Я вот один раз была в Америке, там в карточке заплатить просто невозможно нигде. Ты мне там не найдешь. Юль, ну это когда было? Ну, когда? 3 года назад. Но дело даже не в карточке заплатить. У нас там миллион. Ты 5 кнопок нажал, и ты уже все, получил, что хочешь. А какие у нас маникюр делают? Вы знаете, что маникюрши лучшие – это российские маникюрши во всем мире. Весь бизнес услуг – это вообще россияне, они… the best. Просто мы должны просто использовать это. У нас не получаются какие-то вещи, которые надо делать вот так вот. Четко по инструкции, там, вот от сих до сих у нас все время какие-то будут. Вот когда конвейер, это не для русских, не для россиян. Мы такие, не про конвейер. Но вот когда что-то новое, быстрое, мобильное, креативное придумать, малый вот этот бизнес, это прям отлично. И поэтому для нас вот эта малая экономика, которую можно было бы развивать, это было бы отличным шансом. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Ну, свобода, она может привести к стабильности, а вот стабильность к свободе не может. Правда или безопасность? Правда или безопасность? Смотря для кого. Для меня, наверное, где-то посередине. Я не буду говорить всю правду, если это очень рискованно, и я не буду врать только ради безопасности. Когда люди начинают призывать, там, скажите, что думаете, и при этом людей могут за это посадить, мне кажется, это нехорошо. Это не милосердно. Родина или истина? Мне не кажется это противопоставление правильным. Родина или истина. Ну, для меня Родина важна, а истина… А если она не права?
Если Родина не права, надо Родине сказать, что она не права. Но это же все равно ты не отказываешься в этот момент от Родины. В том смысле, что она права или не права. Все-таки Родина – это очень много всего. А что такое Родина для вас? Какой вопрос хороший. Родина для меня – это пространство возможностей, это пространство коммуникации, это пространство любви. То есть это связи, взаимосвязи. Смотрите, по сути, вы их не решены, зная, что ваша Родина сейчас не права. Не прав Путин и какие-то еще люди, которые его поддерживают. А Родина тут ни при чем. Где мы с вами встретимся через год? Мы с вами? Приглашайте еще раз в этой студии встретимся. То есть вот такой вы оптимист? Да, почему нет? Все может быть, конечно. Я же не исключаю, что каждый раз может случиться все, что угодно, но где мы встретимся, я надеюсь, что здесь.